Приветствую вас, друзья! У нас прогноз для раков на первую половину сентября. Мы коснемся сферы отношений для тех, кто состоит в отношениях, для тех, кто в поиске любви. Также посмотрим работу, карьеру, бизнес, финансы. Получим совет и от Таро, и от Оракула. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Ну и также у нас будет ответ, да или нет, на маятники. Раки, первая половина сентября. Подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Мы посмотрим в конце прогноза, что вам ответит маятник. Что у вас будет происходить в начале сентября, ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить? Ну, для тех, кто в поиске, какая ваша перспектива? Финансы. Что у вас будет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Да, очень много старших арканов. Раз, два, три, четыре, пять. 5 старших арканов. То есть эти 2 недели для вас будут очень важны. На дне колоды 9 кубков и башня. Ну, вообще 9 кубков — это исполнение желания. Как по башне, это может быть неожиданно. Вот, знаете, как гром среди ясного неба. Но еще у нас 9 — это выздоровление. Если у кого-то, может быть, проблемы со здоровьем, то здесь карта говорит о восстановлении здоровья. Но еще это вот неожиданно. Может быть, вас куда-то пригласят в конце этих 15 дней. Кому-то пригласят поехать куда-то, может быть, отдохнуть. Кого-то могут пригласить на какой-то день рождения, праздник, может быть, на переезд, может быть, кто-то будет отмечать новоселье. Что у нас здесь? Королева жезлов, маг. Ну, также это может быть реально вот исполнение желаний. Может быть, кто-то поменяет работу или, наоборот, найдет. Да, здесь король жезлов и королева жезлов. Ну, мы еще башню уточним. Но в любом случае это может быть какие-то новости, получение прибыли. Да вообще эмоциональное удовольствие. Кого-то могут отправить, например, в отпуск. Так, по-моему, я уже это говорила. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность. Что нам скажет Ленорман? Раки. Первая половина сентября. Вот вас пригласят на какое-то мероприятие. Ну, тут больше относится, может быть, к женщинам, или мужчин пригласит какая-то женщина. Ну, тут может быть, конечно, и свидание, и романтические отношения, начало, может быть, знакомство в каком-то общественном месте, или на каком-то, вот опять же, празднике, или что-то такое, где вот сборище большое людей. Ну, вот также, где у меня эта 9 была? Да, 9 ведь это какой-то вечер, это хорошо провести время. Здесь вас пригласят, вот известие о каком-то приглашении, может быть, для вас это важно. Может быть, это связано с работой, с карьерой, бизнесом. Может быть, вас пригласят на какой-то совет директоров, например. Хорошо. А в начале этих 15 дней у вас ложится колесница. Вообще колесница может показывать поездку, это может быть командировка, очень много движения, поездок по делам. Ну, может быть, у кого-то ребенок в школу идет, да, вот придется покататься, отвезти, привезти, пока не наладится все. Также это может быть поездка в отпуск, для кого-то это может быть переезд с места на место жительства. Еще это может быть что-то связано с автомобилем.
Может быть, это покупка, продажа автомобиля. Да, я вижу, что вам не видно. Я чуть опущу. Покупка, продажа автомобиля. Может быть, ТО. Ну, какие-то вопросы с вашим автомобилем. Но еще у нас колесница – это продвижение. И, как правило, это стремительное движение к чему-то. Это может быть достижение вашей цели. Но самое главное, карта советует вам быть очень активным и не откладывать все дела, особенно важные, на потом. Может быть, будут какие-то сомнения, получится, не получится. Но по этой карте всегда это продвижение, это успех. Может быть, это получение новой работы, может быть, это продвижение по карьерной лестнице, но также это могут быть новые отношения. Хорошо, для тех, кто в отношениях в браке, ложится Верховная Жрица. Верховная Жрица — это могут быть какие-то тайны, секреты, или какая-то ситуация не развивается. Тут просто нужно ждать, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Да, для отношений эта карта может показывать тайную связь. Также здесь может быть очень сильно влияние какой-то пожилой дамы. Давайте мы уточним. Для тех, кто в отношениях или в браке. У вас тут еще девятка. Вот тут вы что-то то ли ждали. Здесь тайна, да? Может быть, это получение наследства. Может быть, это решение вопросов с жильем. Какой-то специалист может вам помочь помощь от кого-то. Или здесь для того, чтобы вы переехали, может быть, в свое собственное жилье, жрица может показывать, что вопрос долго как-то решался и непонятно, например, одобрит вам ипотеку, не одобрит. Или здесь помощь от пожилой дамы. Может быть, это чья-то мама. Или кто-то получает наследство, ну, опять же, какой-то женщины. Ну, вообще у нас девятка — это исполнение желания. Но здесь, я думаю, больше какая-то финансовая прибыль. Или же вот решение вопроса там, о чем я говорила. Да, здесь как бы тайных связей мы не видим, да. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, здесь ложится император. Ну, для женщин здесь может быть встреча с таким императором. Если меня смотрят мужчины, то карта показывает, что вы уже готовы к серьезным отношениям. То есть вы понимаете, что, может быть, пора создать семью. Взять как бы ответственность на себя. Ну, давайте мы уточним императора. Ой, потрясающе. Слушайте, ну здесь император и императрица, да еще в совет у нас, как в совет или предупреждение, но я думаю, что это совет, у нас ложится старший аркан влюбленные. Да. Карта говорит, что вы познакомитесь с человеком, который вам очень будет подходить. У вас будут общие интересы, у вас, может быть, будет общий статус, ну, там, положение в обществе. Да, здесь нужно создать очень большое взаимодействие. Да, красиво. Ничего не хочу сказать. Да, ну, башня может говорить, что или это произойдет как-то для вас неожиданно. Да, вот. Так влюбитесь, что башню снесет, да? Ну, как бы внезапное потрясение. Ну, или это башня может говорить о любви с первого взгляда. Да. Ну, вот смотрите, если вас куда-то приглашают, какое-то известие вы получаете, не знаю, может быть, вас на какой-то банкет, сабантуйчик, или, может быть, какое-то по работе мероприятие, то обязательно идите. Если эти карты легли, значит, для вас это приглашение будет очень важно. Может быть, даже, знаете, сад показывает приглашение. Не знаю, может быть, подруга вас пригласит куда-то прогуляться, там, по парку, по какой-то аллее. Ну, вот где-то там что-то для вас будет важно. Раз они у вас легли, сюрприз или неожиданность. Да, ну, здесь у нас... Ну, девятка говорит, что вы будете очень хорошо проводить время. Это приглашение на свидание, это общение. Когда вот нам даже не хочется с человеком расставаться. Хорошо. Даже вот не хочется вас закрывать. Пусть они вот так лежат. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, здесь ложится у вас девятка жезлов. Тут вам нужно проявлять осторожность и внимательность. Конечно, карта может показывать, что вам нужно будет отстоять свою точку зрения, свое, может быть, местоположение, свои интересы на работе. То есть что-то будет угрожать то ли вашему бизнесу, то ли месту вашему положению.
Но еще это, знаете, есть какие-то планы, хочется что-то реализовать, но здесь страх, что опять вот вдруг я вот сейчас начну, у меня не получится. Это уже вы настраиваетесь на то, что вы провалитесь. То есть не реализуете то, может быть, что планируете. Или, знаете, здесь по колеснице и по девятке, может быть, место какое-то освободилось, и вам нужно вот как-то держать оборону, даже не оборону, а ушки на макушке, чтобы вот вовремя подсуетиться и занять это место. Давайте вам одну карту. От чего, от кого вы здесь будете защищаться, обороняться. Может быть, еще карта говорит, что вы будете действовать как-то тайно, может быть, скрывая какие-то свои новые планы, задумки, чтобы, ну, не знаю, да, кто-то уши погреет, да, и может вас опередить. Может и так. Девятка перешла в десятку. Какая-то энергозатратная ситуация. Десятка. Как интересно. Но здесь вам нужно будет справиться то ли с какой-то проблемой, то ли с каким-то завалом, что-то разрулить. Девятка, знаете, еще вот вас приняли там на работу, или вы работаете, вас заставляют выполнять какие-то обязанности, которые, в принципе, по трудовому договору вы не обязаны делать. Вот десятка – это когда на вас вот всех собак навешали, а вы пытаетесь по девятке отбиться. Понимаете, что это, но это не то, что вы должны выполнять. Это выходит за рамки вашей ответственности. Или здесь вам предъявляют очень какие-то завышенные требования, и вам приходится вот сражаться. Так, сейчас еще одну карту. Что-то как-то трудно. Знаете, по башне вы можете плюнуть и уйти с этой работы. Если реально тут что-то на вас нагрузили, потому что десятка – это очень тяжелая ноша. Да, иногда она говорит, что есть какой-то объем работы, вот нам нужно прям собрать все свои силы, чтобы что-то вот завершить, может быть, какой-то заказ. Может, по колеснице вам поступает какое-то предложение, но вам нужно что-то тут еще завершить. Так, сейчас давайте еще одну карту. Ну, повешенный, да. Повешенный – это какая-то сложная ситуация. Может быть, вы работаете на себя по повешенному и по десятке, может быть, набрали какие-то кредиты, которые вам тяжело выплачивать. Или тут реально от вас требуют какую-то жертву. Здесь башня может говорить, что если реально такая тяжелая работа, подумайте о том, что, может быть, ее поменять. А в совет ложится влюбленный – это, как правило, работать или заниматься тем, куда вас тянет. Какое-то любимое дело. А здесь, конечно, сложно. То ли очень много работы, ну, по повешенному. Может быть, даже оплата того не стоит. Ну, повешенный может говорить или сложное положение, или вообще тупик. Может быть, тут вообще, вот, знаете, по этим картам, по повешенному вы можете просто сами принять решение уйти с этой работы. Повешенный иногда говорит, показывает безработицу. Ну, а башня говорит, что вы закончите работать там, где вы находитесь. Но еще по девятке это может быть, да, что-то не развивается, нет какой-то прибыли, все зависло. Но, как правило, повешенный может показывать какие-то обстоятельства извне. То есть это не ваша вина, а именно так сложились обстоятельства. Может быть, вы плюнете и отправитесь в отпуск. Скажете, но все равно ничего не движется, лучше я отдохну. Давайте вам совет, что ли, посмотрим. Да, для тех, кто работает или у кого бизнес. Давайте получим от карт совет, и это персонально для вас. Заканчивайте, да. Уходите или закрывайте этот бизнес, который вам не приносит по картам вообще ничего. Только вы напрягаетесь, вы выполняете какую-то работу, а отдачи нет. Ну, карта вам советует уходить или закрывать. Да, но решение принимать вам. Да, карта десятка мечей – это подвести черту. И вкупе с десяткой жезлов, я думаю, что или вы сами примете решение, или повешенный говорит, что вас могут сократить.
Потому что вот девятка у нас первая легла. Девятка — это обороняться, защищать свои интересы. Но, может быть, у вас пройдет какое-то сокращение. Ну, мы еще башню посмотрим. Может быть, оно все к лучшему. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, у вас здесь ложится король жезлов. Но так как это не ваша карта, здесь или вам поступит предложение. Вот все эти карты, вот он же показывает на земной шар, и вот эта карта может говорить, когда человек уезжает на заработки. Башня может говорить о смене места жительства. Может быть, тут поступит предложение, например, для мужчин. Какой-то друг вас пригласит, ну, вот куда-то уехать. Это может быть другой город, другая страна. Также у нас король жезлов. Это может быть человек, который занимается своим бизнесом. Здесь может быть создание бизнес-партнерства. Давайте мы уточним. Потому что еще иногда эта карта показывает предпринимателя, а также администратора, менеджера. Ну, как-то вот большую роль в этом сыграет король жезлов. Это или представитель огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец, или это человек, который работает, может быть, на себя. Так. Угу. Ну вот тут смотрите, пятерка кубков — это потеря, это разочарование. Отшельник — это или помощь от кого-то, от какого-то человека, но, скорее всего, он работает на себя. Или отшельник — это когда человек идет по своему собственному пути. Но я думаю, что все-таки король жезлов — это от него пойдет помощь. Потому что, может быть, у вас какие-то планы, проекты провалились, или вы потеряли работу. Вот этот человек вам предложит, но вы знаете, по отшельнику это или стать каким-то специалистом, в плане того, что давать какие-то консультации. Может быть, здесь работа, например, преподавателем, кого-то учить. Но короля жезлов и вас могут показывать, что вот тут у нас еще королева жезлов была. Может, реально это вот заняться чем-то своим или бизнес-партнерство, потому что в совет легла это, с кем-то скооперироваться. Но по пятерке то ли здесь реально помощь, то ли вам нужно учесть свои прошлые промахи, убирать страхи и разочарования, что у меня не получится, да, и заняться вот каким-то любимым делом. Может быть, башня говорит, нужно будет полностью поменять вообще сферу деятельности, потому что в деньгах здесь продвижение, это может быть реально поездка куда-то, уехать на заработки, может быть, это командировка, кто-то в отпуск поедет, кто-то будет тратиться, вот переезд. Здесь дом, колесница, это может быть, опять же, рыцарь Пентакли, это может быть решение вопросов с автомобилем, может быть, покупка. Также это покупка, может быть, участка земли, дома, квартиры, но туда еще нужно будет вложиться. Может быть, дом недостроенный или квартира без отделки. Но еще это получение прибыли и нахождение работы, причем очень стабильной. Давайте я еще одну карту, чтобы не очень понятно. Ну, тут новое что-то, да. Здесь по тройке, может быть, вам нужно будет еще с кем-то проконсультироваться или еще чему-то обучиться. Потому что, я говорю, по башне, может быть, здесь какой-то вообще новый для вас бизнес. То ли вам нужно будет учиться, то ли вы будете кому-то преподавать. Да, вот здесь. Хорошо. Да, ну здесь я уже сказала. Давайте мы тогда башню уточним. Да, в конце 15 дней кто-то будет менять место жительства, переезжать. Кто-то сменит работу. Но тут не сменит. Тут, может быть, вы пока только уйдете. Башня еще дымит. Также это какие-то новости неожиданные. Ну, вообще башня несет перемены. Иногда эти перемены хорошие, то есть рушатся какие-то барьеры, препоны, темницы, которые нас сдерживают. Но иногда это рушится наш устоявшийся уклад жизни. Это может касаться работы, бизнеса, каких-то ваших планов, которым не суждено сбыться. Ну, по отношениям здесь, я говорю, может быть, неожиданно влюбиться. Ну, давайте мы башню все-таки уточним. Ух ты, дьявол. Ну, тут или рушатся какие-то, как я сказала, темницы. Дьявол — это зависимость, это не свобода. Так, дайте мне простую карту, да. Я говорю, у вас важный период.
Да, ну у кого-то здесь реально переезд. Вот это новоселье. У кого-то неожиданно какой-то, может быть, праздник, с чего я и начала, да. То есть вас могут пригласить на какой-то четверка. Четверка — это праздники. Это может быть свадьба, юбилей, день рождения, вот новоселье. Но вот здесь вот по дьяволу здесь страсть. Это вот может быть для тех, кто в поиске любви. Это хорошо проводить время. Но также это уйти с какой-то работы, где вам приходилось защищаться, обороняться. Это вообще что-то очень было сложно. Вы там чувствовали себя жертвой. Может быть, это реально вот влиться в какую-то команду. Или создать с кем-то взаимодействие, как по влюбленным. Бизнес-партнерство. Да, у кого-то здесь еще, знаете, неожиданное предложение руки и сердца. Мероприятие-то какое? Это может быть реальное известие о том, что вы готовитесь к свадьбе. Потому что четверка иногда говорит подготовка. Может быть, по башне это для вас будет совершенно неожиданно. Но все равно где-то в глубине души вы этого очень хотели. Да, совет влюбленные. Ну, во-первых, карта говорит, если вам нужно будет в эти 15 дней принять какое-то важное решение, слушайте только свое сердце. Не позволяйте никому вам указывать, что-то вам навязывать. Тут только вы должны принимать это решение. Ну, кому-то в совет говорят, что вы встретите свою вторую половинку. Это для тех, кто в поиске. А для тех, кто с работы уходит, может быть, или уходит, или что-то здесь закрывается, заканчивается. Карта говорит, ищите партнера. Это человек, с которым вы сможете реализовать какие-то свои планы, проекты. Может быть, в одиночку вам это будет сделать сложно. Хорошо, давайте мы получим для вас совет от оракула Королевы Луны, Раки, первая половина сентября. Так, да, мускулайн. Мускулайн — это у нас мускулатура, да, это сила. Сила и мужское начало. И здесь полная луна. Ну, карта говорит, настало время для вас сделать шаг вперед. Может быть, даже стать лидером для кого-то. Ну, в первую очередь, станьте лидером в своей собственной жизни. Сейчас у вас может появиться власть, и вам пришло время, может быть, записаться на какие-то курсы, освоить какой-то новый навык, умение. Также вот по этой карте вы будете очень сильны, и, может быть, вам даже придется кому-то предложить свою защиту, тому, кто слабее вас. Еще карта говорит, обратите внимание на свое здоровье, может быть, займитесь спортом, правильным питанием, то есть постарайтесь повысить свой жизненный тонус. Вот сейчас вам нужно использовать свою мужскую половину. Ведь в каждом человеке есть и мужская составляющая, и женская. Вот даже если мне женщины смотрят, карта говорит, сейчас проявите волю, мужество и активность. Вы можете добиться больших результатов. Хорошо. Ну, еще у нас маятник. Давайте посмотрим. Ответ на ваш вопрос. Раки. Первая половина сентября. Маятник, ответь, пожалуйста. Да или нет на вопрос представителей знака зодиака Рак на первую половину сентября. Ну, я надеюсь, вы видите, да? Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, комментарии. Всем хорошего.